Друзья, я всех приветствую. Вы на канале Travel and Rap, с вами Алик. Как вы поняли, уже по заставке я наконец-то добрался до Сочи. Да, спустя 3 года после открытия канала. Ну что же, лучше поздно, чем никогда. Уважаемые подписчики и гости канала, в этом видео я вам покажу основные достопримечательности этого солнечного города. Сегодня со мной вы увидите парк Ривьеру, морской вокзал, гору Ахун и, конечно, набережную. Какое же видео без нее? Вы знаете, сколько стоит отдых в Сочи летом 2023 года? По всей видимости, меня сегодня ждет очень интересный день, поэтому не выключайте видео, подписывайтесь на канал и включите колокольчик. Начну видео, конечно, с центральной набережной, или ее еще называют Приморской. Почему с набережной? Потому что именно она, на мой взгляд, является визитной карточкой любого приморского курорта. Именно на набережную гости города идут в первую очередь, и о ней, как правило, судят о самом курорте. И я здесь не буду исключением. По пути я немного сверну с набережной и посмотрю Театральную площадь. Она расположена недалеко. Центральная набережная является самой популярной из трех. Также есть и Веретинская набережная, и набережная вдоль реки Сочи. Обратите внимание, в марте происходил ремонт одного участка данной набережной и возводился мост. Вообще центральная набережная считается сердцем Сочи. Она протянулась на 2 километра от проспекта Пушкина до морского вокзала. Набережная разделена на 2 уровня. Нижний – это пляжи и прогулочная зона, так называемый променад. А верхний ярус расположен на улице Орджоникидзе и тянется от Зимнего театра до концертного зала фестиваля. С нее открываются лучшие виды на Черное море. Вообще, только на верхний ярус центральной набережной можно делать отдельный обзор, настолько она мне понравилась. На центральной набережной расположены входы к муниципальным и частным пляжам. Самые популярные пляжи – это Центральный, Солнечный, Приморский и Маяк. Высокий сезон на пляжах, как в принципе и на любом другом курорте, можно полетать на парашюте и покататься на банане, таблетках и других бананообразных плавсредствах. Пляжи отлично оборудованы кабинками для переодевания. С душевыми работают спасатели и расположены медицинские пункты. Мне удалось побывать в Сочи в чудесный апрельский солнечный день. И одет я был немного не по сезону, хотелось снять толстовку, но последующие дни были пасмурные и дождливые. Театральная площадь расположена в центральном районе города. Она является началом улицы Театральной, разворотом городских автобусов перед впечатляющим зданием Зимнего театра, обращенного к площади своим фасадом. От площади отходят улицы Театральная и Черноморская, а также проезд, идущий вокруг театра. Такой вот интересный факт. В ночь на 5 июля 2007 года на площади был установлен рекорд заполняемости. Во время голосования в Международном олимпийском комитете в Гватемале по поводу столицы зимних Олимпийских игр на 2014 год на площадь вышло 30 тысяч человек, которые следили за прямой трансляцией жеребьевки. Совершенно неожиданно для себя я обнаружил с правой стороны от Зимнего театра вот такой замечательный сквер, в котором живут красноухие черепахи. Обязательно зайдите в него и вы. Ну вот я и дошел до конца набережной, могу вполне искренне сказать, что она мне очень понравилась. Но погулять по набережной и не осмотреть морской вокзал было бы неправильно. Сочи не только курорт, а еще крупный морской порт с красивым морским вокзалом. Его строительство началось еще в эпоху правления Сталина, о чем говорит его стиль, в котором он оформлен, так называемый сталинский ампир. Но строительство вокзала было завершено уже после смерти Сталина в 1955 году. Перед вокзалом стоят всем нам известные и любимые персонажи фильма «Бриллиантовая рука». Кроме набережной, вы, приехав в Сочи, также сможете прогуляться по пешеходной Новогинской улице, построенной к Олимпиаде 2014 года. Блин, как это было давно. Улица также популярна среди сочинцев и гостей курорта, как и центральная набережная. Место называют ее Сочинским Арбатом. Здесь есть где разгуляться. Улица растянулась более чем на километр от морского вокзала до ЖД вокзала. Новогинская улица поражает своей флорой и украшает стройные ряды пальм. Здесь несколько прекрасных скверов, в которых можно знойным летним днем отдохнуть в теньке или освежиться в прохладных брызгах фонтана. Улица с ранней весны до поздней осени утопает в цветах. Здесь достаточно часто, особенно летом, проводятся всевозможные концерты и развлекательные мероприятия. Сейчас весна, и мероприятий никаких не проходит, к сожалению. Если вы хотите сделать какие-то покупки, то здесь находится множество больших и маленьких магазинов и торговых центров.
Одна только торговая галерея растянулась на пару сотен метров. Ну а если, нагулявшись по сочинскому Арбату, вы проголодались, то здесь можно найти множество кафе и ресторанов разного бюджета. Это и фастфуд, и различные кофейни, и, конечно, рестораны. А сейчас давайте перенесемся еще в одно очень интересное место в городе. Если вы уже нагулялись по набережной и Новогинской улице, Сочи вам также может предложить прогулку и отдых в парке «Ривьера», расположенном по адресу улицы Егорова, дом номер 1. На входе в парк стоит памятник его основателю Василию Алексеевичу Худову, потомственному купцу-промышленнику, который в конце 19 века приобрел здесь большой участок земли, а чуть позже построил дачу и заложил парк. В парке вообще много памятников, и бюстов, скульптурных композиций и декоративных объектов, например, посвященных Олимпиаде. В парке есть аллея космонавтов, скульптуры персонажей мультфильмов из нашего детства. Есть несколько аттракционов, например, «Пираты Карибского моря» и многие другие. Не доходя до площадки с аттракционами, расположен, возможно, самый большой в Восточной Европе дельфинарий. Называется Большой Сочинский дельфинарий, появившийся в 2012 году. А сразу за ним расположен океанариум. Для детей в парке вообще множество различных развлечений. Абсолютно верно, я даже не успел... Есть здесь и аллея писателей, которая пересекает центральную аллею. На ней расположено несколько бюстов российских писателей. Честно сказать, удивился увидеть в парке питьевой бювет. О них я много рассказывал в рамках видео о курортах Ставропольского края. Ссылки на данные видео оставлю, конечно, в описании. В бювете бесплатно можно попить и набрать воды, если у вас есть куда ее наливать. А если нет, то тару для нее можно купить прямо на самом бювете. Ну что ж, очень хороший парк. Обязательно в него еще вернусь и сделаю это, пожалуй, в вечернее время и летом. Тогда он будет еще красивее. Ну и последнее место, но не по назначению, которое я бы хотел вам показать, это смотровая башня на горе Ахун. Но сначала нам туда надо доехать. Гора Ахун расположена в Хостинском районе между рек Хоста и Мацеста. На вершину горы с трассы ведет асфальтированная дорога, поэтому сюда можно добраться самостоятельно, на машине, ну или на такси. Общественный транспорт идет только до Малого Ахуна. Это автобус маршрута номер 2. Дальше придется идти пешком в гору, около 8 километров. Есть также вариант подняться на Ахун по тропе мимо Агурских водопадов, но этот маршрут будет тоже не близким, 7,5 километров. Наверное, самое популярное место на горе – это смотровая башня Ахун, построенная 6 июня 1936 года архитектором Воробьевым в романском стиле. Строительным материалом был выбран белый тесанный известняк. Органичность, с которой башня вписалась в местный ландшафт у гостей курорта, вызывает восхищение. Высота башни составляет 30 метров. С учетом высоты горы 663 метра над уровнем моря, самая верхняя точка на башне находится на высоте почти 700 метров. Чтобы подняться на верхнее помещение башни, она же смотровая площадка, нужно заплатить за вход 100 рублей. Поднявшись на вершину башни, перед вашими глазами откроются завораживающие виды Сочи. От Лазаревского и до Пицунды, от моря и до гор. Также на горе можно прокатиться на колесе обозрения и купить сувениры. Обратите внимание, что в апреле башня находилась на реставрации. А теперь хочу вам рассказать по стоимости съема жилья на курорте в июне 2023 года. По сути, это самое начало сезона, цены еще не так высоки, как будут в июле. Буду рассматривать два сайта. Яндекс.Путешествия, там узнаем по ценам в отелях, и Авито, где ознакомимся с ценами на квартиры. И там меня ждал сюрприз. Если заглянуть на сайт Яндекс.Путешествия и посмотреть цены на отели, то мы увидим, что цена начинается неожиданно с 500 рублей. Гостиница называется «Тепло». Судя по фото, достаточно приятное место. И у меня сразу возникает вопрос, в чем тут подвох? Ну не может быть такой цены. Далее стоимость за номер растет достаточно плавно. Вообще на этом сайте я нашел более 5000 вариантов. И самый дорогой отель, который можно снять в Сочи, обойдется вам в 140 тысяч рублей. Это 5-звездочный отель «Арфа».
100 метров от моря. Судя по фотографиям, расположен он в районе Сириус. Так, теперь по квартирам. Тоже очень много вариантов. Начинаются цены от 1400 рублей. Затем они очень плавно ползут вверх, увеличиваясь буквально на 50-100 рублей. И тут, когда я пролистал до последнего варианта, меня ждал небольшой шок. Оказывается, можно снять квартиру за 50 тысяч рублей. И это не ошибка, так как таких дорогих вариантов достаточно много. Не знаю, по мне так за эти деньги лучше пожить в отеле. А что скажете вы? Напишите в комментариях. Ну что ж, спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, оцените мои старания. Для этого вы можете поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал. Я выпускаю часто актуальные и интересные ролики. А чтобы их не пропустить, включите колокольчик. Сейчас появятся ссылки и на другие интересные видео о курортах Черного моря. Если хотите, можете глянуть их. До свидания.